begin our time this morning with a brief word of prayer. Давайте начнем с вами как обычно с молитвы. Father, we thank you for the privilege to gather together. Дорогой Отец, благодарим Тебя за эту привилегию собираться вместе во имя Твое. We thank you that you sent your Son so that we can have a correct relationship with you. Благодарим Тебя за то, что Ты отдал Сына Своего, во имя того, чтобы у нас были правильные отношения с Тобой. We thank you for your word and that you've revealed yourself and your plan of salvation to us in it. Благодарим Тебя за Твое Слово и за то, что Ты в этом Слове открыл для нас свой план спасения. Father, just help us to understand and apply what we hear this morning. Господь, дай нам понять все то, что Ты хочешь сказать нам сегодня утром и применить их в своей жизни. We pray these things in your precious Son's name. Обо всем этом молимся в драгоценное имя Сына Твоего. Amen. Аминь. Go ahead and be seated. Давайте займем свои места. So money is the root of all evil. Итак, деньги – корень всех зол. Right? It's a saying we've heard, I think, quite often. Это поговорка, которую мы с вами слышим достаточно часто. Right? And maybe many of you have heard it also, right? Я думаю, что все ее слышали, правильно? Right? So this idea is only reinforced when we hear stories about someone who becomes wealthy and they totally ruin their life. И эта мысль только укрепляется в нас, когда мы слышим какие-то истории о людях, которые стали богатыми, затем полностью разрушили свою жизнь. Right? Someone wins the lottery or they inherit a lot of money and their life just crumbles around them. Например, кто-то выиграл в лотерею крупную сумму или унаследовал, и из-за этого рушится его жизнь. Right? Actors and singers, they become popular, they become wealthy, they get to the top of their career, and they find that nothing there satisfies them. Актеры и певцы становятся популярными и богатыми, достигают вершины своей карьеры, но там обнаруживают, что в этом нет ничего такого, что могло бы принести им удовольствие. Right? Or normal people, right? We work hard, we want to buy a new car or clothes or a house because we think that these things will finally make us happy. Или даже обычный человек. Вот он работает, чтобы купить новую машину, новую одежду, новый дом, потому что он думает, что вот если у меня сейчас будет именно это, то я наконец-то буду счастлив. And in the end, these things don't bring any satisfaction. Но в конце концов у него все это есть, и ничто не приносит удовлетворения. They start this endless quest for just a little bit more. And in the process of acquiring more, people lose friendships, they alienate their spouse, and they become a stranger to their own children. И эти люди начинают бесконечный поиск того самого еще немного, чего не хватает для полного счастья, и в процессе приобретения все большего богатства они теряют дружбу, становятся чужими для своих детей и для своих супругов. We all know stories like this. Все мы знаем подобные истории. And as a result, wealth and the pursuit of it has really taken on an evil character, I think, among many Christians. В результате богатства и желание заработать деньги, все это приобрело негативный характер в глазах многих христиан. Many believers think money is bad. Многие верующие считают деньги чем-то плохим. At best, it's a necessary evil. В лучшем случае они видят в деньгах зло неизбежное. And to support this view, they take verse number 10 from today's passage, they take it out of context, they leave out a couple words, and voila, money is the root of all evil. Чтобы поддержать эту точку зрения, они вырывают 10 стих первого послания Тимофею 6 главы, вырывают его из контекста, опускают пару стихов, и вуаля, получается то, что нужно. Деньги – корень всех зол. Right. Of course, what Paul says here actually is the love of money is the root of all kinds of evil. Конечно же, то, о чем Павел говорит здесь, это то, что любовь к деньгам является корнем всех видов зла. Right. It's our love of money that's bad. It's not the money itself. Это себялюбие, это любовь к деньгам, а не сами деньги. It's our misplaced value of money and our warped view of contentment that lead us into all kinds of different sins. И именно наше неправильное понимание ценности денег и искаженное представление об удовольствии, именно это приводит нас к различным грехам.
And I think today's passage from 1 Timothy 6 should actually help us to understand our relationship with money and make that more of a healthy relationship. Сегодняшний отрывок из первого послания к Тимофею, 6 главы, надеюсь, поможет нам начать понимать здоровое отношение христианина к деньгам и богатству. And our passage today, remember, it flows out of this idea from verse number 5 where Paul says, people think that godliness is a means to financial gain. Наш сегодняшний отрывок вытекает из слов Павла к Тимофею, который он сказал в 5 стихе, о некоторых лжеучителях, которые думают, что благочестие – это способ наживы. From verse 5, Paul launches into a very practical section on a Christian viewpoint of wealth. И 5 стих закладывает основу для практических рассуждений о христианском взгляде на богатство. This morning we'll be looking at verses 6 through 19, but paying special attention to the beginning and the end of the passage where Paul talks about how we should relate to our material belongings and to wealth. Сегодня утром мы рассмотрим с вами стихи с 16 по 19 и уделим особое внимание началу и концу отрывка, там, где Павел говорит о том, как мы, верующие, должны относиться к материальному имуществу и богатству. Now, beginning in verses 6 through 8 in our passage here, Paul jumps right into the heart of the matter, and he tells us what true wealth is. Начиная с 6-8 стихов, Павел погружается прямо в суть дела, показывая нам, что такое истинное богатство. 1 Тимофею 6, 8. Да, религия действительно большой доход, но только для людей, умеющих довольствоваться тем, что у них есть. Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Right, so you see twice in this passage, Paul says that contentment is true wealth. Дважды в этом отрывке апостол говорит, что удовлетворение или же довольство – это истинное богатство. Right, it's not possessions, it's not new cars, it's not a new house, it's not a comfortable environment, it's contentment. То есть не имущество, не новые машины, не новые дома, не комфортная среда, а удовлетворение, то есть довольство. Вот где находится истинное богатство. Right, contentment then is where true wealth lies. Истинное богатство находится в удовлетворении сердца. And it's clear in this passage that the contentment comes from a proper relationship with God. И из этого отрывка ясно, что удовлетворение приходит от правильных отношений с Богом. This is what the word godliness in this passage refers to. I think the modern translation says religion in Вот что Russian. означает слово благочестие, в современном русском переведено религия, синодальный перевод благочестия. But the word here is eusebia, and it means a devout practice and a correct beliefs about God. Слово, употребленное здесь в языческом оригинале, «евсебия», означает благочестие и правильное убеждение о Боге. And so being in a right relationship with God produces a contented heart. То есть, если мы в правильных отношениях с Богом, то это вызывает удовлетворение сердца. Now, in Christian circles, there's also another distorted view of wealth. It's actually the opposite of viewing money as evil. Кстати, в христианских кругах сегодня часто можно услышать другое искаженное представление о богатстве, другая крайность по отношению к взгляду деньги это зло. Right? And this view says that when you become a Christian, God works for you to make you wealthy. Согласно этой точке зрения, когда вы становитесь христианином, Бог начинает работать на вас, чтобы сделать вас богатым. Right? And if you're not rich as a Christian, then there must be something wrong with your faith. И если вы не христианин и вы не богатые, то что-то не так с вашей верой. Yeah, you must not have a very strong relationship with God. У вас, видимо, нет крепких отношений с Богом. Right? If you're not driving a black BMW, a Porsche, or a Mercedes, you're obviously a weak faith individual. И если вы не будете черный BMW, Porsche или Mercedes, то очевидно, что у вас слабая вера. Right? Because according to this view, God blesses Christians and wealth is a sign of his blessing.
Потому что, согласно этой точке зрения, Бог благословляет христиан, а богатство является знаком Его благословения. Now, this widely held view is actually denounced right here in this passage. Это широко распространенное мнение и явно осуждается в нашем сегодняшнем отрывке. Right? Holding this view is having the exact same view that Paul says the false teachers were advocating back in verse number 5. И придерживаться этой точки зрения значит принять то, что Павел, о чем говорил Павел, что проповедовали уже учителя. Right? He says that godliness is a means of financial gain. This is a false teaching. То есть это значило бы принять утверждение, что благочестие – это средство финансовой выгоды. 5 стих, давайте посмотрим. Бесконечное препирательство любви с извращенным умом и забывших истину. Они смотрят на религию, как на источник дохода. Благочестие – это путь к Пусть они считают, что благочестие – это путь к обогащению. So Paul says this isn't true. А Павел говорит, что это неправда. Right? It's something they made up. Это то, что уже учителя сами придумали. The truth is, as Paul goes on to say, that godliness does not lead to gain. Истина же в том, как продолжает Павел, что благочестие не ведет к выгоде. Godliness is in itself gain. Благочестие само по себе является приобретением или выгодой. Right? Leading a correct life in relationship to God is true wealth. Истинное богатство – это жить в правильных отношениях с Богом. Right? And that's what brings the contented heart we're all looking for. Это именно то, что принесет удовлетворение в сердце, которого мы все ищем. Right? Some people think that contentment is a result of getting everything they want as soon as they want it. Некоторые люди думают, что удовлетворение или довольство – это результат того, что они получат все, что захотят, и сразу, как только захотят. And they lead this life of self-indulgence and immediate gratification. И они ведут жизнь полную потворства своим слабостям и немедленного удовлетворения своих желаний. And they mistakenly believe that material things can bring spiritual contentment. Они ошибочно полагают, что материальные вещи каким-то образом могут доставить им духовное удовлетворение. Most of us know that's not true. Большинство из нас знают, что это неправда. We've lived long enough to know that people that live that way aren't really content at all. Мы прожили достаточно долго и знаем, что те, кто так живут, совершенно не являются довольными и удовлетворенными. One good way you might define contentment is not having all you want, but wanting only what you have. Одно из лучших определений удовлетворенности, которое я слышал, это не иметь всего, чего хочешь, а желать того, что имеешь. Right? Being satisfied with what you have, that's contentment. Быть довольным тем, что имеешь, значит быть удовлетворенным, по-настоящему довольным. The purely material pursuit of contentment usually results in the opposite of this. Чисто материалистическое стремление к удовольствию обычно приводит к противоположному результату. You end up having everything you ever wanted and realize you don't really want anything that you have. У вас есть все, что вы когда-либо хотели, и тут вы понимаете, что не хотите ничего из того, что у вас есть. So what does it mean to be content? Итак, что же значит быть довольным? Right, this Greek word here really gets at this idea of self-sufficiency, of having everything you need and wanting only that much and not craving anything else. Греческое слово «аутаркис», использованное здесь в этом отрывке, означает самодостаточность, наличие всего, что вам нужно, и желание только этого, а не стремление больше. In philosophy, the Greek Cynics and the Stoics, they used to speak of it as self-mastery. Древние философы, киники и стоики использовали это слово, говоря о самообладании. It's a person who was unflappable. They weren't moved by their outer circumstances. They were immune to these outside influences. Такой человек, он невозмутим. Такой человек не подвластен окружающим обстоятельствам. Right? It's not really dependent upon their ability to control the environment, but upon a person's ability to properly react to their environment.
Если у человека есть вот эта самодостаточность, да, то он не восприимчив к внешним воздействиям и не обращает внимания на внешние проблемы. Right? So contentment is more than how you react it's more about how you react to your circumstances than it is about the circumstances themselves. Лучше всего этим словом можно охарактеризовать не способность управлять окружающей средой, а способность правильно реагировать на происходящее. Right? But contentment in a Christian sense, it's more than just self-mastery. It's more than just a human virtue. Удовлетворенность в христианском смысле это больше, чем просто самообладание. Right? Our contentment is related to the sufficiency of God. Это не только человеческая добродетель, но наше христианское удовлетворение связано с достаточностью Бога. It's related to the sufficiency of the work of Christ. С достаточностью Христа в нашей жизни. It says that if I have it says that I need to have a proper relationship with God. То есть, если мне нужно для того, чтобы быть довольным и удовлетворенным, иметь правильное отношение с Богом. And he provides everything I need. I don't need anything else. Поскольку Бог дает все, что нужно, и больше мне ничего не нужно. The Apostle Paul talks about contentment in Philippians chapter 4 also. Павел также говорит об этом удовлетворении и довольстве в послании к Филиппийцам 4 главе. Давайте почитаем 11-13 стих. «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить в нужде и в достатке. Я все прошел и ко всему готов, к сытости и голоду, к достатку и к нужде». And then the next verse after this goes on to tell what the secret is to Paul being content. И следующий стих объясняет секрет довольства Павла. Филиппийцам 4:13 читаем. «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Right, this is another often misquoted verse that really has to do with contentment. Это еще один часто неправильно цитируемый стих, который действительно имеет отношение к удовлетворенности. Paul says that in every circumstance, God gives him strength to be content. Павел говорит, что в любых обстоятельствах Бог дает ему силу быть довольным. He's content when he has nothing, and he's content when he has everything. Он доволен, когда у него ничего нет, и он доволен, когда у него есть все. Right? Whether he is completely broke or whether he's rich, God always gives him the strength to live properly. Независимо от того, беден ли Павел или богат, Бог всегда дает ему силы жить правильно. Oftentimes when we read this, we tend to focus on God helping people through difficult times, right? Когда мы читаем этот стих, мы склонны сосредотачиваться на том, что Бог помогает людям в трудные времена. We focus on the low points, on facing hunger or being in need. Мы обращаем внимание на то, что здесь говорится о кризисных точках, о голоде, о нищете. Right? We trust God so we can make it through these things. И мы доверяем Богу, чтобы Он провел нас через эти кризисные времена. Right? But Paul is talking here about good times and bad times. Но Павел здесь говорит и о хороших, и о плохих временах. Right? Either way, Paul can lead a content and godly life with a proper attitude towards wealth. В любом случае, Павел говорит, что он может вести содержательную и благочестивую жизнь с надлежащим отношением к богатству. Godliness and contentment then are kind of tightly connected. Благочестие и удовлетворенность тесно связаны друг с другом. And true godliness is understanding that when you have God and food and shelter, that's all you really need to be rich and fulfilled and satisfied and content. Истинное благочестие – это понимание того, что когда у вас есть Бог, пища и кров, это все, что вам действительно нужно для обогащения и наполненности, удовлетворения и довольства. That's the clear teaching of the Scriptures. И это прозрачное, ясное учение Писания. Jesus said in Luke chapter 12 that a person's life does not consist of the abundance of the things which he possesses. Евангелие Луки, 12 глава, 15 стих, он обращается ко всем, читаем: «Смотрите, берегитесь всякой корысти, потому что жизнь человека не зависит от того, сколько у него богатств». Right? Paul, in our passage, he continues to make his point using birth and death as an example. Вернемся к нашему отрывку.
Павел продолжает обосновывать свою точку зрения, используя в качестве примеров рождение и смерть. Right? He says we came into the world with nothing and we can take nothing out of it. Он говорит, что мы пришли в мир ни с чем и ничего не сможем унести из этого мира. Material wealth is a temporary thing. Материальное благо – вещь временная. Right? What do you have with you when you're born? Что у нас есть, когда мы родились? Right? Nothing. You came into the world a little pink naked baby. Ничего. Мы все приходим в мир маленькими розовыми голыми младенцами. Right? You didn't have anything. И ничего у нас нет. Your first worldly possession is given to you, and that's a diaper. Потом получаем наше первое земное владение, и это подгузник. Right? And then what do you have when you leave this world? И что же будет, когда мы покинем этот мир? Right? Nothing. You leave it all behind. Снова ничего. Мы все оставим позади. Right? You can't take it with you. Мы ничего с собой не сможем взять. So the apostle says in verse 8 that all we need is food and clothing. Апостол говорит, что все, что нам нужно, это еда и одежда. We need something to keep us alive. That's food. То есть обеспечение для поддержания жизни – это еда. And protection from the elements that would seek to kill us, which would be shelter and clothing. И защита от окружающей среды, которая может разрушить нас, то есть это кровь и одежда. Right? God provides these things for us, and with that simple lifestyle, that's all we need to be content. Бог нам это обеспечивает, и человек может быть доволен таким простым образом жизни. It's really the knowledge of God that gives us contentment. Познание Бога – вот что дает удовлетворение. It's our relationship with Him that brings joy into our hearts. Наши отношения с Ним радуют сердцем. Only He can give us true peace. Только Он дает нам истинный покой. Right? And He should be the source of our sense of self-worth and our security. Именно Он должен быть источником нашего чувства собственного достоинства и безопасности. And that is true contentment. Вот в чем настоящее удовлетворение. When you read it all sounds easy. И когда ты все читаешь, то все это кажется таким простым. So then why is it so difficult? Почему же тогда все это так сложно? Right? It's hard to live at this basic, fundamental level of lifestyle. Почему трудно вести обычный простой образ жизни? And the main reason is we're under constant pressure to compare ourselves with the people around us. Главная причина в том, что мы живем под постоянным давлением. Мы постоянно сравниваем себя с другими. Right? Your neighbor has a new car. У твоего соседа новая машина. Your coworker has a new telephone. У твоего коллеги только что появился новый телефон. Your relatives just spent 2 weeks in Crimea, now they're in Turkey. Ваши родственники провели 2 недели на Черном море, сейчас поехали отдыхать в Турцию. Right? Your best friend just got a new outfit. Твой лучший друг только что купил новый наряд. Right? And the media is constantly telling us that we deserve better than we're getting, and we deserve it now. Средства массовой информации постоянно говорят нам, что мы заслуживаем гораздо большего, чем получаем, и что мы заслуживаем этого прямо сейчас. And the whole world around us has kind of made us that their objective, to push people into material gain. Такое ощущение, что у всего окружающего мира мы являемся мишенью. Нас нужно направить к материальному потреблению. So if we don't watch and if we don't keep alert, we can fall victim easily to this unhealthy desire for wealth without even knowing it. И если мы не будем внимательны, не будем начеку, то мы можем стать жертвой этого нездорового стремления к богатству, даже не подозревая об этом. Paul warns us about this in 1 Timothy chapter 6, verse number 9. Павел предостерегает нас от этого. 1 Тимофея 6:9 читаем. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Notice where the emphasis is here. It's on the desire to be rich. Обратите внимание, на что здесь делается акцент. На желание быть богатым. It's the love of money. It's not money that's the root of all evil. Именно любовь к деньгам, а не сами деньги, является корнем всех зол. Right? This is one of the probably most misquoted verses in the Bible. Итак, это один из самых неправильно цитируемых стихов в Библии. You hear all the time that money is the root of all evil. Мы все время слышим, что деньги – это корень всех зол. Right? But it's not. Но это не так.
Right? Money is necessary for life. Деньги – это то, что необходимо для обычной нормальной жизни. It's almost impossible to do anything without using money in some way or another, right? Практически невозможно обойтись без денег в той или иной форме. It's the love of money that the scripture is talking about. Но Писание говорит о любви к деньгам. It's this unhealthy desire to have more and more and more of it. То есть о нездоровом желании иметь все больше и больше. Right? It's the craving of wealth and the constant planning of how to get rich. Это тяга к богатству, это постоянное планирование того, как бы разбогатеть. And notice where this desire for wealth can lead us here. И обратите внимание, куда нас может привести это стремление. First, there's this temptation to sin. Во-первых, появляется искушение согрешить. And then this temptation, through this temptation, you're trapped in a snare, right? And it leads you into sin and to hurtful desires. Затем мы попадаемся в ловушку и в конце концов попадаем в сети бессмысленных и пагубных желаний. Right, and as you give in to this desire for ever increasing wealth, you really become a different person. И когда вы поддаетесь стремлению к постоянному увеличению богатства, вы становитесь другим человеком. Your priorities shift from relationships with people to relationships with wealth, to wealth. Ваши приоритеты смещаются от отношений к богатству. Right? Your relationships with your family and with your friends will suffer. Страдают ваши отношения с семьей и друзьями. Right? You'll spend less time with the people you love and more time with the new love of your life, right? Money. Вы проводите меньше времени с людьми, которых любите, и больше времени со своей новой любовью всей своей жизни, то есть с деньгами. And all this enters in when this love of money starts to possess you. И когда все это происходит, нами овладевает любовь к деньгам. That's the snare, that's the trap. То есть вот она, ловушка. And as you move down this road, this love of money brings into your life cruelty and callousness and neglect and shameful indulgence. И когда люди попадают в такую ловушку, они становятся жестокими, бездушными, они пренебрегают всеми окружающими людьми. Right? People then get involved with things they never dreamed they would do, all in the name of money, the pursuit of wealth. Они вовлекаются в такие дела, о которых раньше даже не помышляли. И все это во имя власти, жадности, желания обогащения или удовольствия. Which brings us to verse number 10, the final result of all this. И мы приходим к 10 стиху, то есть вот он, финал. Корень всех зол – любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. So when you're living to be rich, when you're thinking about it every day, you're working as that is your main objective, Paul says that's a deep root of evil in your life. Когда вы живете для того, чтобы быть богатым, вы дышите для этого каждый день, вы работаете над этим как над своей самой великой целью, то это, по словам Павла, является глубоким корнем зла в вашей жизни. It's kind of like when you find a nice, big, healthy, but ugly weed growing in the middle of your garden. Это похоже на то, когда вы в своем саду обнаруживаете большой, огромный просто уродливый сорняк прямо посредине площадки. You go and you cut it down and it looks like you've gotten rid of the weed. Вы срезаете его и похоже, что вы избавились от сорняка. And everything is normal on the surface of the garden. И на поверхности все вроде бы нормально. But those of you that know, that have gardens know very well that all is not well. Но те из вас, у кого есть дача, знают, что совсем не все в порядке. Right? The problem hasn't been solved because the root is still there. И проблема не решена, потому что остался у этого сорняка корень. And after a while, the root will grow another little shoot. И через некоторое время из этого корня вырастет еще один побег. And pretty soon there will be another weed, bigger and healthier probably than the first one. И скоро появится еще один сорняк, такого же размера или даже больше, чем первый. And that's what the love of money is like.
Вот на это похожа любовь к деньгам. Right? Sometimes you can eliminate the problems it creates on the surface, but soon there will be more. Иногда можно устранить проблемы, которые она создает, но скоро их станет больше. Because the root is still there and it will constantly produce evil in your life. Потому что корень-то остался, и он постоянно порождает зло в нашей жизни. It'll create situations that are disastrous to you and to others. И создает катастрофические ситуации для вас и для других. And the ultimate disaster we see here in verse number 10 comes when people stop pursuing God and they start pursuing wealth. Что же является окончательной катастрофой? Мы видим в нашем стихе, люди перестают стремиться к Богу, но стремятся только к богатству. And then they wander away from the faith and away from the God who can give them true contentment. Они уходят от веры в Бога, который может дать истинное удовлетворение. So now we're going to skip down to verse number 17, where Paul continues to talk about this topic of wealth. Теперь давайте мы перейдем к стиху 17, где Павел продолжает развивать тему богатства. Paul has said a few kind of personal words to Timothy, and maybe at this time he's kind of thinking, well, maybe I've been a little bit hard on this topic. Maybe I've been a bit negative about riches. Maybe I should talk about it a little differently. Такое ощущение, что вот после нескольких личных рекомендаций Тимофею Павел возвращается снова к теме богатства. Возможно, потому что вот он подумал, я только что так плохо отозвался о богатстве, может быть, люди подумают, что быть богатым это плохо. So, in order to avoid misunderstanding, he comes back to the topic in verses 17 through 19. И чтобы избежать непонимания, он возвращается к этой теме в стихах 17 по 19. And here we really see the question answered, how should an affluent person act? И здесь мы находим ответ на вопрос, как должен действовать состоятельный, богатый человек. Right. What's the right relationship to have toward wealth? То есть как правильно относиться к богатству. Verse number 17. 17 стих читаем. Тем, кто в земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. So, if money were the root of all evil, this would be the place for Paul to say it. То есть, если бы деньги сами по себе были злом и корнем всех прочих зол, Павел мог бы именно здесь об этом еще раз повторить. He probably would have said, as for the rich in this world, get rid of your money, it's evil. Ну, он бы сказал, если вы богаты, то избавьтесь от денег, потому что это зло. But he isn't concerned with the money. He's concerned about the way people react to their money. Но его интересуют не деньги, а реакция людей на обладание деньгами. He's concerned that God is first in their lives. Его беспокоит то, что не деньги, а Бог должен быть на первом месте в их жизни. And so the first thing he says here, the person who has money ought to remember is, don't be proud of the fact that you're wealthy. И первое, что он говорит тем людям, у которых есть деньги, это не гордиться тем, что ты богат. Right? Wealth has a way of making people feel they're more important than other people. Богатство может заставить нас почувствовать, что мы важнее других людей. Right? They feel they're better than other people. Что мы как бы лучше других. People sometimes fall victim to this self-deception that being wealthy makes them some kind of superior person. И многие люди становятся жертвами самообмана, полагая, что их богатство делает их какими-то суперлюдьми. So Paul warns against this. Поэтому Павел предупреждает нас об этом. The second thing Paul says is, don't rely on your riches for your future security, right? Riches are temporary. Второе, о чем говорит Павел. Не полагайтесь на свое богатство ради вашей безопасности в будущем, потому что богатство временно. And we've seen this all throughout history. И примеры этого мы видим на протяжении всей истории. There's wealthy people that have to flee maybe a war zone and they have nothing but a suitcase and the clothes on their back. Мы видели, когда начинается война в любой стране, да, то богатые люди, точно так же, как и все остальные, покидают зону боевых действий, не имея ничего, кроме
чемодана и одежды, которая на себе. Right, in the U.S. we had this great market crash back in the 1930s where people just became broke overnight. У нас в США в 30-х годах была Великая депрессия, во время которой люди, засыпая богатыми, за ночь теряли все, просыпались нищими. Many of you remember when they revalued the ruble back in the 1990s. И многие из вас, наверное, помнят денежную реформу в России в 90-х годах. Right? Riches are uncertain. Богатство очень ненадежно. They can disappear overnight. Оно может исчезнуть в мгновение ока. And so it's foolish to count on riches for security or for protection from the dangers and the difficulties of life. Поэтому глупо рассчитывать, что богатство обеспечит нам безопасность или защиту от проблем и трудностей жизни. And the third thing there that Paul says is that we need to remember is that God is the one who richly furnishes us with everything to enjoy. И третье, что говорит здесь Павел, нужно помнить, что Бог обильно дает нам все, чтобы мы могли наслаждаться этим. Right? God is the giver. Бог дает. Many people forget that. It's easy. Многие люди легко забывают об этом. Right? We tell ourselves this lie that we're responsible for our own wealth. Они верят в эту ложь, которую говорит ему собственное сердце. Right? I earned it. То, что они сами несут ответственность за свое собственное богатство. Они считают, что они его заслужили, заработали. Right? They think people feel that, oh, I worked harder, I worked smarter. Они умнее, чем другие люди, они постарались побольше, чем другие люди. Right? They became wealthy by outperforming everyone else. И поэтому они все это заслужили. Right? But it's God who gives the wealth. Right? God allows the wealth to come to us. Но ведь это Бог позволяет богатству приходить к нам. And so God is the ultimate giver. He gives it to us also then, as this verse says, He gives it to us so that we can enjoy it. Бог величайший даритель. И Он дает, как говорится в этом стихе, чтобы мы наслаждались тем, что Он дает. And so both the Old and the New Testaments, really, they clearly say that there's nothing wrong with being wealthy. И Ветхий Завет и Новый Завет ясно показывают, что быть богатым – это нормально. Right? There are Christians today that want people to believe that it's wrong to have any wealth at all. Сегодня есть группа христиан, которые хотели бы, чтобы все верили в то, что иметь богатство – это плохо. Right? They say the Bible is against it. You should avoid it. You should get rid of it. Они говорят, что Библия против богатства и что нам нужно все раздать. What the Bible says that God made some people wealthy so that they can enjoy it. Но Библия говорит, что Бог дает людям богатство для того, чтобы они могли этим наслаждаться. And so the question is, how do you properly enjoy your riches? Вопрос, однако, в том, как именно наслаждаться своим благосостоянием. Right? You do it by using it to make someone else happy. That's how you do it. Мы можем использовать богатство, чтобы сделать кого-то еще счастливыми. The true enjoyment for having riches and wealth comes from having the ability to help and to bless other people with it. Единственное удовольствие, которое может доставить богатство, это использование его таким образом, чтобы другие тоже получали помощь и благословение. That's what creates a true sense of joy and gladness in your heart. Это то, что вызывает чувство радости и веселья в сердце. It's the knowledge that God used you to make someone else happy, to meet their needs, to give them food or shelter. Это знание того, что Бог использовал вас, чтобы сделать кого-то другого счастливым, принести удобство, избавить от страданий. Right, so riches are given to some people so that they can have this unique privilege and this unique joy of doing exactly that. Богатство дается для того, чтобы люди имели уникальную возможность, привилегию делать добро. Now, some of you are thinking, well, you're not really listening now because this passage doesn't apply to me. I'm not affluent. Некоторые из нас могут подумать, что это не относится ко мне. Я ведь не богат. But did you know this? Here's some simple facts. If you have any spare money at all, if you're able to save or accumulate any money at all, you are affluent. Но знаете ли вы, что если у вас вообще есть какие-то свободные деньги, и тем более, если вы можете немножко их подкапливать, то вы богаты?
Right, let's put things in perspective. Now, these are what I like to call unverified internet facts, but I've heard them quite often. Для примера хочу привести вам несколько фактов, которые я называю непроверенные факты из интернета, но они достаточно часто там мелькают. Right, so if you have food in your refrigerator, clothes on your back, a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of people in the world. Если у вас есть еда в холодильнике, одежда, крыша над головой и место для сна, то вы богаче, чем 75% населения мира. If you have money in the bank, some money in your wallet, and maybe a little bit of spare change laying around your house, you're among the top 8% of the wealthiest people in the world. Если у вас есть деньги в банке, кошелек и немного мелочи, вы входите в число 8% самых богатых людей мира. Here's another interesting fact for you. If you have $10, that's I think 72 rubles by today's exchange rate, in your pocket, and you have no debt, then your net worth is greater than 25% of all Americans. И вот это, мне кажется, вам будет особенно интересно. Если у вас есть в кармане $10, то есть пересчитайте, сколько это будет на русские, и у вас нет долгов, то вы богаче, чем 25% американцев. Right? So oftentimes, really, we're so focused on what we don't have, what we don't have instead of what we do have, that we don't really realize how wealthy we are. Часто мы настолько сосредоточены на том, чего у нас нет, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что у нас есть, что мы просто не осознаем, насколько мы богаты. And then finally, Paul continues with some instructions on how we should use our wealth. Далее Павел продолжает свои инструкции о том, как нам следует использовать свое богатство. Verse number 18. Читаем 18 стих. «Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами, пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими». Right, so here Paul mentions his ways to use wealth wisely. To do good involves using your wealth in a positive way, and instead of letting it feed into your life of personal luxury. Павел упомянул здесь 4 способа разумного использования богатства. Делать добро означает использовать богатство в позитивном ключе, вместо того, чтобы позволять ему подпитывать личную роскошь. And to be rich in good deeds kind of points the wealthy people into the direction which it is to be truly rich in doing good deeds. That's where true wealth is. Быть богатым на добрые дела указывает на богатство в том направлении, в котором мы должны стать по-настоящему богатыми, совершая добрые дела. Right, so these verbs, they include more than just giving money. И вот эти два глагола, они включают в себя нечто большее, чем просто дарить деньги. Right, rich people aren't just only supposed to give their money, they're supposed to get involved. Богатые люди не только не просто раздают деньги, они также участвуют. Giving and doing are two separate things. Давать и делать – это разные вещи. And this is a trap that wealthy people can often fall into. И богатые люди часто попадают в эту ловушку. They confuse their giving with their doing. Они путают даяние с деянием. Right, and so they give instead of doing something. Они часто дают вместо того, чтобы делать. And they feel that it's their job to give, and others who can't give or can't give enough, they should be doing stuff. Они чувствуют, думают, что их работа давать, а те, кто не может дать или не может дать достаточно, то те должны делать. Right, but giving and doing is not an either or option. Но отдавать и делать это не вариант или. Right, it's a both and question. Это вариант и. Right, we need to both give and do. Мы можем и отдавать, и делать. And so then in this next pair of words, the need for giving or benevolence is really emphasized. Being generous and willing to share. Потребность доброжелательности или отдачи подчеркивается и в следующей паре слов. Будьте щедры и готовы делиться. And being generous, it demands a liberal sharing of your wealth with other people. Быть щедрым предполагает добровольное разделение богатства с другими людьми.
One who's willing to share shows an internal generosity that they have. Тот, кто готов делиться, показывает свою внутреннюю щедрость. Paul says that genuine wealth is found in what we give, not in what we have. Павел говорит, что подлинное богатство находится в том, что мы даем, а не в том, что у нас есть. Joy and contentment, they come from giving, not from hoarding. Радость и удовлетворение приходят от даяния, а не от накопления. And they are not actually the only benefit of giving. Let's look at verse number 19. И это не единственное преимущество даяния. Давайте посмотрим 19 стих. Пусть копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести поистине, жизнь поистине подлинную. So do you want a good investment? Хотите хорошее вложение? Invest in eternity. Инвестируйте в вечность. Right? Invest your wealth in something that will pay eternal dividends and you'll lay hold of this real life here and now. Вложите свое богатство во что-то, что принесет вечные дивиденды, и вы обретете настоящую жизнь здесь и сейчас. Right? Don't wait to begin living a godly, contented life sometime in the future. Не ждите, чтобы когда-нибудь в будущем начать жить благочестивой, удовлетворенной жизнью. Right? Eternity is now. Вечность начинается сейчас. Your eternal life really began when you were born. Ваша вечная жизнь началась, когда вы родились. And what you do now has eternal. Вечные последствия. And so we build this eternal foundation now. We don't build it later. Поэтому постройте свое вечное основание сейчас, а не позже. Right? So don't hold on to your money too tightly. Так что не держитесь слишком сильно за свои деньги. Right? Instead, invest it in your future. Вместо этого инвестируйте в свое будущее. And if you find that it's difficult to make that investment, maybe you need to ask yourself if you have an unhealthy love of money. И если вам трудно сделать это вложение, возможно, вам стоит спросить себя, нет ли у вас нездоровой любви к деньгам. Right? And just because you don't have a lot of money doesn't mean you don't have an unhealthy relationship with the money you do have. И то, что вы думаете, что у вас немного денег, не означает, что у вас нет нездоровых отношений с теми деньгами, которые у вас есть. Because it is possible to have a lot of money and not love it. Потому что возможно иметь много денег и не любить их. But it's possible, just as possible, to have almost no money and be absolutely in love with it. Но также возможно не иметь денег, но быть по уши в них влюбленным. And so you need to ask yourself some questions. Поэтому неплохо задать себе вот такие вопросы. One question might be, do I never have enough money? Первый. Мне никогда не бывает достаточно тех денег, которые у меня есть. Right. If your answer to how much money is enough is just a little bit more, then you might love money. Если ваш ответ на вопрос, сколько денег вам будет достаточно, ответ будет еще чуть-чуть, тогда, возможно, вы любите деньги. If you ask yourself this also, am I prone to flaunt what I have and what it produces? Do I show it off? Следующий вопрос. Склонен ли я выставлять на показ то, что у меня есть, и к чему это приводит? Right? Do I make sure everyone sees my new car or my new clothes or knows about my fancy vacation I had? Забочусь ли я о том, чтобы все увидели мою новую машину, одежду или знали, как я красиво отдыхаю? Right? Then you might love money. Тогда, возможно, я влюблен в деньги. Ask yourself this also. Do I resent giving money? Следующий вопрос. Возмущаюсь ли я, когда мне приходится расставаться с деньгами? Is your money meant only for your own self-gratification? Ваши деньги предназначены только для вашего собственного удовольствия. Right? Does it cause you like some kind of pain and regret when you part with it? Вызывает ли у вас боль и сожаление расставание с деньгами? Then you might love money. Тогда, возможно, вы влюблены в деньги. Right? Final question. Will I sin to get money? И последний вопрос. Совершу ли я грех, чтобы получить деньги? Right? Are you willing to risk compromising the good name of Christ to turn a profit? Готовы ли вы пойти на риск поставить под угрозу доброе имя Христа, чтобы получить прибыль?
then you might love money. тогда, возможно, вы влюблены в деньги. And these are all warning signs that you might have an unhealthy love for money. Все это может быть предупреждением о том, что у вас может быть нездоровая любовь к деньгам. And notice some of these have nothing to do with whether you have a lot of money or not. И обратите внимание, что некоторые из этих вопросов не имеют никакого отношения к тому, много у вас денег или у вас их нет вообще. But we always need to be aware then of just how we relate to our wealth. Да, нам всегда нужно помнить о том, как мы относимся к своему богатству. Paul gives us some strong warnings here. И Павел нас очень предостерегает об этом. Verse 9, an unhealthy desire for wealth can bring ruin and destruction. 9 стих. Нездоровое стремление к богатству может привести к гибели и разрушению. Verse 10, the love of money is the root of all kinds of evils. 10 стих. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Right? Remember, wealth is not bad. Давайте будем помнить, что богатство – это неплохо. But remember to be responsible with what you do have and use it in a godly way. Но нам нужно не забывать нести ответственность за то, чтобы использовать его благочестиво. Practice generosity and liberally share with other people. Практикуйте щедрость и доброхотно делитесь с другими. Be ready to part with your wealth at a moment's notice. Будьте готовы в любой момент расстаться со своим богатством. Enjoy the blessings God has given you by being a blessing to other people. Наслаждайтесь благословениями, которые дал вам Бог, будучи сами благословением для других. And in this way, you can take hold of a godly, contented life now, and at the same time, store up eternal treasure for yourself in heaven. Таким образом, вы обретете насыщенную Богом жизнь здесь и сейчас, и в то же время соберете себе вечное сокровище на небесах. Аминь. Аминь.